Всем привет! Вы с Олегом Соскиным. Сегодня 6 февраля 2023 год. С чего начнем? Очень важное событие, причем это уже не событие, это целый процесс. Он будет усиливаться, расширяться, и неизвестно, какие наберет масштабы этот процесс и последствия. Но уже видно, что этот процесс будет уже глобальный и будет иметь очень серьезные негативные последствия для Украины. Особенно для нынешнего руководства Зеленского, слуг народа, ну и Ермака, Шмигалей и всех прочих, так сказать, арахамий. И с чем это связано, я вам уже несколько видео своих давал, анализировал первичную фазу данного события и данного процесса. И вы можете посмотреть, в том числе, сегодня у нас получается 6-е, за 5-е есть у меня видео на моем канале. Итак, давайте глубже попробуем проанализировать касающийся уже всех нас инцидент, случившийся с этим так называемым, его называют почему-то воздушным шаром в простонародье, это как бы плебс, паупер и так далее, люмпен. А на самом деле это мощнейший элемент, по сути, космического оружия, шпионский аэростат, который был запущен. Я подчеркиваю, что его размер, как американцы утверждают, что сначала говорили 2 школьных автобуса, для понимания, теперь говорят уже 3 школьных автобуса. То есть что это было за структура? Это прямо как гитлеровские цепелины или как там, дирижабли. Где-то в таком плане он был. И что же это было за система? Летел он, вдумайтесь, на высоте 20 километров. Он был снабжен очень серьезным оборудованием и солнечными батареями, энергетическими установками. Зачем нужна была ему энергия? Китайцы сказали, что это метеошар, там форс-мажор случился, он от чего-то отвязался. То есть полная брехня. Это, так сказать, дурочку валять, да? Отваляли они очень здорово эту дурочку, и, естественно, эта система несла очень серьезные, было там оборудование, так? И это оборудование было для того, что он был связан с спутниками китайскими и передавал в реальном времени всю информацию, которую он снимал, когда летел над этим пространством. Причем, вы же видите, Штаты, даже трудно найти у них большие комментарии по этому вопросу. Как-то они вообще оказался, Пентагон, это ЦРУ, это аж сколько денег тратится, сотни миллиардов долларов на этот Пентагон, все. А они оказались просто обычные, так сказать, китайцы их использовали как просто каких-то болванов, извините за выражение. Теперь смотрите, что же это получается, что он делал. Очень интересно его путь начальный, как он оказался над Штатами. Он же пролетел полностью их вдоль и поперек, как говорится. Смотрите. Некоторые говорят, он залетел через Тихий океан и так далее. Но это неправда. Он пролетел над Алиутскими островами и над Аляской. А чтобы пролететь над Алиутскими островами, над Аляской, наверное, надо же двигаться по континенту. Не представляете, какому, нет? Видимо, надо было пересечь Берингов пролив, да, чтобы в Аляску залететь. Или как? Самое интересное дальше, в общем-то, идет. То есть он должен был, видимо, лететь над Северной Кореей, логично, правильно? А потом он должен был, видимо, лететь каким-то способом над российской территорией, РФ. А если он летел над РФ, то знал ли об этом Путин? Видимо, знал. То есть это был акт такого дружеской лояльности для Си Цзиньпина с точки зрения подготовки визита Си Цзиньпина в Москву. Весной, скорее всего, в апреле он прилетит или когда. И, то есть это был мощнейший космический шпион, который в реальном времени передавал всю информацию про
противоракетную оборону Соединенных Штатов, в реальном времени, про разные переговоры. Он улавливал эти все, в том числе телефонные разговоры и так далее, и так далее, и так далее. То есть он передавал огромные массивы информации. И он пролетел над Канадой, вот над побережьем ее, и вошел в Соединенные Штаты через Манитобу. И пошел дальше туда, по центральным районам, и вылетел в районе Тихого океана. То есть он летел больше 3 дней над США. Он полностью все передал на китайские спутники, военные, естественно. Поэтому китайцы просканировали по полной программе на раз хваленные Соединенные Штаты и всю эту противоракетную систему обороны, сняли кучу информации про разных секретных ведомств и прочее, прочее, ну и в том числе промышленный шпионаж и все остальное. То есть они лупанули США так, что, как говорится, мама не горюй. Что оказалось? Во-первых, этот министр обороны Остин, он вообще никакой. То есть Пентагон проявил себя совершенно разваленной, бесхребетной, амебно-инфузория, как инфузория туфелька, организацией. То же самое надо говорить про ЦРУ, про этого Бернса, который туда-сюда летает, не может себе там где место найти приземлиться. Был послом России, в России Соединенных Штатов. Не нашли больше никого, да? Вот. Вы на них посмотрите, на этого министра Остина, это вообще непонятно, что это такое. На этого, ну, Милли там более-менее, но это не его задача, то, что произошло. Таким образом мы можем говорить, ну и Байден, то есть Байден показал себя абсолютно, совершенно бездарным, некомпетентным человеком, занимающим высший пост в Соединенных Штатах Америки. И Трамп, получается, правильно сказал, и Маккартни, этот, который возглавляет нижнюю вместо Пелоси эту палату. А теперь смотрите, что дальше происходит. Они его сбили. То есть вместо того, чтобы решить вопрос, как его посадить вместе с этой аппаратурой, не нашли ничего, как бы в США, не нашли другого метода. То есть летел, представляете, всю Канаду пролетел, Аляску пролетел, там же у них как раз ракеты стоят противовоздушной обороны. Алиутские острова пролетел, и они не сумели его вовремя идентифицировать и посадить. Да? То есть это говорит о том, что США настолько уже деградировали как мировая машина и система, что дальше некуда. То есть Китай практически просканировал в реальном времени, по сути, все слои, очень многие слои, скажем так, жизни Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что он и разговоры высших чиновников просканировал, и коды разные, ну, в общем, все, что можно, и военные, и так далее, и так далее. Ну, теперь кто-то же должен за все это отвечать, по идее, да? То есть надо делать расследование. И, видимо, надо начинать это делать в Нижней Палате Конгресса. Там специально же есть подкомитет созданный. Это ж уже не хухры-мухры с всякими там бумажками, которые там этот Байден у себя дома там оставил, какие-то секретные там типа полусекретные инструкции там и прочее там бумагоморательство, которые у него нашли. И это ж уже не эти ролики его сына с украинскими, так сказать, секретаршами, танцы-шманцы. То есть это конкретный нанесен удар государственной безопасности, коренным основам американской госбезопасности на высочайшем уровне. Ну и это ответ, который коммунистический бандитский Китай врезал, так сказать, ботинком по лбу им всем, вот, ну и прежде всего, конечно, нынешнему этому руководителю, 80-летнему, и ответ за поездку Пелоси на Тайвань. Вот что это означает. То есть, смотрите, как изощренно, как тонко. Притом в традиции Китая, он у них как раз был сейчас и китайский Новый год, вот это ваш... Ну, это я вам говорил, да? Заяц начал скакать. И то, что он так с Китая бах и скакнул прямо в США. А это за Тайвань.
Зачем стрелять, там, зачем еще что-то сделать? Лучше вот так сделать такой пассаж. Полетел такой аэростат. Вот. Еще хорошо, что в такой форме, а не в форме дракона, как они запускают. То есть коммунистическо-бандитский Китай врезал Соединенные Штаты по самые не могу. Конечно, о деле этого Блинкена, и о деле или разделе, даже не знаю, как лучше сказать, ну, в политическом плане. То есть Штаты оказались совершенно не готовы к подобным мероприятиям. К чему это может привести теперь? Ну, это фактически Пёрл-Харбор, иначе это назвать нельзя. Но там еще один летит через Латинскую Америку, где он находится, никто не знает. Говорят, еще и третий есть. То есть они решили уже сосканировать практически все, что можно на двух этих американских континентах. Это, конечно, новая форма. И давайте теперь про последствия. Ну, что первое означает? Что если он пролетал на территории, ну, Северной Кореи, понятно, там этот бандюк стоит, этот ненормальный, из семьи этих Кимов. Вот, Ким Чен Ын, там все ясно, вместе с своей такой же сестренкой. Вот, и вместе, видно, этих кушают, которые там четвероногие. Сначала обрабатывают, потом кушают. Тут как бы ясно. Но как только будет, ну, понятно, скрыть же нельзя. То есть, если он пролетел над российской территорией, вот в районе этого всего, так сказать, туда, по этим северным территориям, значит, он был согласован, этот полет, однозначно. И это Путин таким образом выстроил себе дорогу на союз, так сказать, с коммунистическо-бандитским руководством Китая. Ну, в принципе, я считаю, что Си Цзиньпин, он и так агент КГБ, так же, как его и папа, поэтому просто это в рамках единой КГБ, в рамках системы, которую руководит тот же Галушка, а тут Николай, этот бывший председатель КГБ, который этого вокруг пальца Ельцина обвел тогда, когда был путч Хасбулатова и Рудского. По полной программе шланговал. Ну, в принципе, выходит, что тогда и Суровикин, это продукт этого Галушка, еще тогда выращенный. Когда он приказал людей стрелять, мирных, этот Суровикин со своего бронетранспортеров, да и сам, видно, тоже их стрелял, людей из пистолета. Поэтому тут как бы все понятно. Вот, и как Галушка эти кадры готовил. Поэтому, я думаю, Си Цзиньпин его приготовленный им. И тот же Лукашенко, тоже агент по кличке Валет, поэтому тоже завербованный. Это тоже Галушка его так выращивал. Поэтому ну, проблем же нет. Это все можно легко установить. Это было бы только желание. Ну вот, дальше идем. То есть Путин уже фактически с Си Цзиньпином создал единый союз против Соединенных Штатов Америки. Дальше что происходит? Ну, плюс Иран. То есть есть Иран, который в Татарстане. Вот я предполагал, что он, хотя может и в Калмыкии построить, но вроде потому что в Татарстане опасно такой строить им завод по дронам. Я думаю, скорее они его где-то в Калмыкии расположат. На $1 миллиард Путин им выделяет, и эти дроны будут. Сейчас уже сообщили, что опять они поставят дроны, и будет для новой атаки там больше, там их сколько, 600-700 будет использовано вот это для атаки по Киеву, по Львову и так далее, которая готовится. Ну и теперь получается, что уже тройственный вот этот союз, ось, собственно, зла, уже создана. То есть РФ Путина, китайско-бандитская диктатура Си Цзиньпина, агента КГБ, ну и, соответственно, аятоллы, они тоже, я думаю, агенты КГБ. Вот видите, сейчас он по Гундяеву уже информацию четкую дали, что он уже в Швейцарии 69 по 89 года стукачок был-то еще тот. Поэтому, ну, вот, подтверждение, так что тут ну, понятно, ну, кто бы еще этой московицкой бы этой структурой руководил, если не генерал КГБ. Вот, вы на его личико посмотрите, это ж у него пентаграмма во лбу сияет перевернутая. Тут как бы все ясно, поэтому Ануфрий, ну что может Ануфрий сделать, он член синода у этого Гундяева, КГБиста,
и тоже Тернопольскую, где-то Почаевскую лавру возглавлял. Ну как может не офицер КГБ в советские времена ее возглавлять? Ну это ж, извините, это как бы даже ребенку понятно, которого только памперсы сняли. Поэтому, ну, может, эти членопионистам это непонятно, а так как бы нормальным оно все понятно. Или ларечникам каким-то, которые ларьки крышевали. Таким образом, мы можем говорить, что практически сейчас 100% будет поставлен в американском Сенате вопрос о немедленной отставке Байдена в связи с его некомпетентностью и невозможностью исполнять свои функциональные обязанности. Более того, деятельность Байдена и Демпартии, Трамп дал ее характеристику, это социалистическая коммунистическая структура, Байден несет прямую угрозу национальным интересам, его правления национальным интересам США. Поэтому я думаю, что или он сейчас сам уйдет, так сказать, по собственному желанию, или будет импичмент в связи с невозможностью, будет его, ну, в общем, есть процедура, как это делается, не будем ее обсуждать. Поэтому, раз будет там такой мощнейший правительственный кризис государственный, то, естественно, Трамп Зеленского и вот эту Маркарову, эту девочку там бегает, она типа кем-то там ее назначили, ну, по сути она очень по многим характеристикам похожа на ту, которую отправили в Болгарию. Так вот, ну, у нее просто другая, так сказать, патронесса, там есть Наталка Ерейска там и прочие всякие. Поэтому, я думаю, он их в упор не видит, и начнутся серьезнейшие, так сказать, изменения. Ну, понятно, Блинкина не будет, понятно, Нудельман не будет, а не будет Нуланд, Нудельман, значит, не будет и Яценюка, Черновицкого и прочих, а не будет Яценюка, не будет и Пышного. То есть, нас ждут грандиознейшие перетрубации, просто супер перетрубации, к ним надо реально готовиться, дорогие мои, абсолютно реально, надо быть к этому всему готовым. Вот я бы так вам охарактеризовал ситуацию. Ясно, что Трампу Зеленский не нужен. Позиция Трампа известна по этой войне между Российской Федерацией и агрессией к Украине. То есть он говорит немедленно, что он за сутки сразу мир установит. Вот, поэтому это все близко. Я думал, это май, а я так предполагаю, что это может быть вот, буквально вот, даже в феврале. После того, что случилось, если сейчас еще второй уже залетел на территорию США, оттуда снизу, через карибские, так сказать, страны, там все снимает, и где-то ж еще третий, так сказать, блукает. Вот, поэтому все, вот, могу вас с этим поздравить. Ну и понятно, что как только начнется развал нынешней структуры управления в США, то понятно, что никакая помощь и деньги, там уже про ленд-лиз вообще надо забыть и все прочее не будет. Поэтому, мальчики, девочки, не рассчитывайте ни на каких Зеленских, там, Ермаков, Будановых, там, Малюков и прочих, там, так сказать, которые там где-то из полиции вдруг решили сразу стать министрами внутренних дел. Еще же надо разбираться, за что этого Монастырского, видимо, шлепнули и все руководство. Это ж не просто так, да? Так просто же вертолеты на детские сады не падают, правда? В центре городов. Чтобы потом на этого мэра сразу так наехали. Значит, он тоже что-то знает. То есть надо, я думаю, что нас ждут очень большие перетрубации. Большие. Но если не будет Байдена, значит не будет и Зеленского. Я бы такую вам сделал, так сказать, как это выразиться, цепную реакцию. Это называется принцип домино. Ну вот на этой такой ноте и на таком как бы уровне анализа сценарного вам заканчиваю свое нынешнее видео. И до новых встреч. Поддерживайте канал, подписывайтесь. Всего доброго.